Кровь окрасила свежий снег на краю ущелья в алый цвет. Тень Беркута видела много смертей в этих горах, но это заставило ее острые, как бритва, когти крепче вцепиться в древнюю сосновую ветку. Внизу лежала огромная медведица Гризли. Ее тело было изуродовано, должно быть, в отчаянной схватке с горным львом. Следы рассказывали трагическую историю, но именно звук, пронзивший свежий горный воздух, заставил сердце хищника Шэдоу дрогнуть. Сначала крики были слабыми, почти затерявшимися в завываниях ветра, проносившегося сквозь скалистые горы. 3 отчетливых голоса, тихих и отчаянных, эхом отдавались где-то под высокими утесами. Зоркие глаза тени, способные заметить мышь с высоты 1000 футов, внимательно осмотрели коварную местность. Киты с каждым мгновением становились все слабее, и этот звук говорил о невинности, столкнувшейся лицом к лицу со смертью. Большинство орлов проигнорировали бы эти крики, продолжили бы свою охоту на кроликов или рыбу в ручьях внизу. Но тень была другой. 20 сезонов правления этими небесами научили ее, что иногда законы природы можно обойти, а то и вовсе нарушить. Когда она скользнула ниже, преодолевая тепловые потоки, стал ясен источник этих навязчивых криков. Забившись в маленькую пещеру, вырубленную в скале, 3 крошечных медвежонка лежали, дрожа всем телом. Их черный мех был припорошен снегом. Их глаза едва открывались, чтобы увидеть суровый мир, в котором они родились. Они были не крупнее горных зайцев, на которых обычно охотилась тень, но что-то в их беспомощной форме задело струны глубоко в ее душе воина. Без матери они не пережили бы приближающуюся жестокую горную ночь. Температура уже резко падала, и голодные волки начали свои вечерние песни в долинах внизу. Тень стояла перед выбором, который противоречил всему, что она знала о естественном порядке вещей. Орлы и медведи были древними врагами, их территории были разделены, их пути пересекались только в конфликтах. И все же, когда солнце начало опускаться за заснеженные вершины, окрашивая мир в кроваво-красные тона, тень принял решение, которое потрясло сами основы того, что считалось возможным в этих отдаленных горах. Крики детенышей становились все тише, их маленькие тельца теснее прижимались друг к другу, чтобы согреться. Время истекало, и в тот момент, когда над головой зловеще сгустились грозовые тучи, тень расправила свои великолепные крылья и сделала то, чего еще не делал ни один орел. Та первая ночь под крылышками тени изменила все. 3 крошечных медвежат прижались к ее перьям, их крики превратились в тихое поскуливание, поскольку ее тепло не давало умереть. Тень бодрствовала в течение бесконечных часов, ее свирепые глаза вглядывались в темноту, в поисках любой угрозы, которая могла бы приблизиться к ее новообретенной семье. К рассвету она дала себе молчаливое обещание защищать этих малышей, какие бы испытания ни ждали их впереди. Первый месяц показал все пределы изобретательности тени. Она быстро поняла, что у каждого детеныша свои потребности. Шторм, самый крупный из них, всегда был голоден и требовал, чтобы тень в 2 раза чаще ходил на охоту к реке. Его аппетит заставил его сначала попробовать твердую пищу, и он с жадностью набросился на рыбу, которую тень принес с собой. Мист, более осторожная и деликатная, предпочитала ждать, пока тень разделает рыбу на более мелкие кусочки. Эхо, самая маленькая, в те первые дни испытывала наибольшие трудности, требуя от тени найти особенно нежные кусочки. Когда весна сменилась летом, тень обнаружила, что выращивание медвежат требует большего, чем просто обеспечение их пищей. Ей пришлось рассказать им о самой горе. Когда по долинам прокатывался гром, медвежата дрожали от ужаса. Тень научилась расправлять над ними свои крылья, позволяя им почувствовать, как она остается спокойной, даже когда небо раскалывает молния. Постепенно они начали подражать ее неподвижности, понимая, что страх можно преодолеть.
Их первые шаги за пределами пещеры стали уроками мужества. Тень стоял у входа и издавал тихие орлиные крики, побуждая их двигаться вперед. Шторм всегда выходил первым, его любопытство побеждало страх. Туман осторожно следовал за ним, проверяя каждый шаг. Эхо, хотя и колебалось, карабкалось вслед за остальными, не желая отставать. Каждую маленькую победу, от восхождения на первую скалу до питья из ручья, они праздновали, нежно прижимаясь носом к перьям тени. Самым замечательным было то, что они начали наблюдать за своей матерью-орлицей и учиться у нее. Когда тень поворачивала голову, прислушиваясь к отдаленным звукам, медвежата делали то же самое. Их уши подергивались, когда они учились распознавать разные голоса горы. Они наблюдали, как она использует ветер, чувствуя, как он меняет направление перед грозой. Сами того не осознавая, они учились воспринимать мир и как медведь, и как орел. К тому времени, когда осень окрасила горы в золотой и малиновый цвета, медвежата выросли в крепких молодых медведиц с уникальной манерой передвижения по окружающему миру. Они, как и медведи, прижимались к земле, но часто задирали головы к небу, наблюдая, как их мать парит в вышине. Другие животные начали замечать в этих трех особях что-то необычное. То, как они останавливались, чтобы почувствовать дуновение ветра, как они, казалось, общались с помощью едва заметных движений, которым научились, наблюдая за орлами, и, что самое удивительное, как они издавали тихие зовущие звуки, удивительно похожие на крик их матери-орлицы. Чего тогда никто не мог знать, так это того, что эти первые дни обучения и любви заложили фундамент для чего-то экстраординарного. С приближением зимы, когда медвежата окрепли, Шэдоу почувствовал, что их уникальная связь была справедливой. Это начало чудо, которое произойдет так, как никто не мог себе представить. В скалистых горах прошло 2 зимы, и каждое время года приносило удивительные перемены. Необычная семья Шэдоу. Шторм, Туман и Эхо выросли в молодых медведей исключительного размера и силы. Их мускулы закалились, когда они взбирались на самые высокие вершины вместе со своей матерью-орлицей. Однако не их физический рост заставлял других животных останавливаться и изумленно смотреть на них. Это было нечто гораздо более необычное. 3 медведя передвигались по горному миру с осознанностью, которая казалась невозможной для существ их размера. Когда отдаленным склонам угрожали лавины, они останавливались и поднимали головы по направлению ветра, как учил их тень. Их массивные фигуры замирали, слегка наклонив головы, прежде чем они начинали уводить других медведей с опасных троп. Горные козлы научились наблюдать за этими странными медведями и следовали их примеру, когда приближалась гроза. Шторм вырос в огромную фигуру, его черный мех поблескивал серебром на солнце. У него развилась сверхъестественная способность предсказывать изменения погоды, и он часто стоял на высоких хребтах лицом к ветру, издавая тихие, похожие на орлиные звуки, которые эхом разносились по долинам. Молодые медведи собирались на безопасном расстоянии и с изумлением наблюдали, как он общается с орлами, кружащими над головой. Мист, верная своему имени, овладела искусством бесшумно передвигаться в утренних туманах. Среди обитателей гор она стала известна как нежный страж, и ее часто видели помогающие раненым животным найти убежище во время штормов. Ее любимым насестом был плоский камень с видом на реку, где она обычно сидела рядом с тенью, и они оба одинаково сосредоточенно смотрели на воду, разделяя связь, которая бросала вызов самой природе. Эхо, хотя и был еще самым маленьким, развил способности, которые поразили даже Шэдоу. Он мог так точно имитировать предупреждающий крик орла, что другие птицы откликались на его крики. Тихими вечерами он сидел со своими братьями и сестрами и издавал звуки, которые, казалось, перекидывали мостик между медведем и орлом, завораживающую мелодию, разносившуюся в горном воздухе.
Когда их второй год подходил к концу, в горах начали появляться признаки перемен. Ветры приносили новые запахи, а облака собирались в необычные узоры. Тень почувствовала приближение чего-то, что проверит на прочность все, чему она учила своих детей. Другие орлы тоже почувствовали это. Им стало беспокойно в своих гнездах, их крики стали более настойчивыми, чем обычно. Однажды вечером, когда солнце окрасило небо в темно-красный цвет, тень уселась на краю их любимого утеса, а рядом с ней 3 ее медвежонка. Они выросли такими большими, что их мать теперь казалась маленькой по сравнению с ними, но они по-прежнему обращались к ней за советом. Шторм, Туман и Эхо сидели совершенно неподвижно, устремив взгляды на горизонт, где собирались темные тучи. Они не могли знать, что все, чему они научились, каждый уникальный навык, который они развили под присмотром тени, вскоре подвергнутся испытанию, которое покажет, насколько чудесной стала их связь. Ровно через 2 года после того, как тень нашел плачущих медвежат, в скалистых горах произошло нечто экстраординарное. Шторм, Мгла и Эхо выросли в молодых взрослых медведей. Но они не были похожи ни на одного из медведей, которых когда-либо знала дикая местность. Они держались поближе к тени, никогда не уходя далеко от бдительного взгляда своей матери-орлицы. В это особенное утро тень опустилась на свой обычный насест. Но что-то было не так. Ее крыло было повреждено, вероятно, в схватке с другим орлом, защищавшим ее территорию. История. Она попыталась взлететь, но споткнулась и упала на острые скалы внизу. То, что произошло дальше, лишило дара речи даже самых старых животных в горах. 3 медведя, которые, как и каждое утро, наблюдали за полетом своей матери, немедленно бросились в бой. Вместо того, чтобы бегать на четвереньках, как это обычно делают медведи, они двигались со сверхъестественной грацией, пригибаясь к земле и понимая направление ветра так, как учил их тень. Шторм встал под падающей фигурой тени, в то время как Туман и Эхо устремились к более высоким точкам на гребне. Затем раздался звук, который изменил все. 3 медведя подняли головы и закричали, но не медвежьим ревом, а настоящим орлиным криком. Это был тот же самый крик, который они издавали, когда были медвежатами, но теперь в нем звучали сила и целеустремленность. Звук эхом разнесся по горам на многие мили. Другие орлы, услышав знакомый зов, начали прилетать один за другим. Они узнали этих медведей, известных по всей территории как дети тени. То, что последовало за этим, превосходило все, что когда-либо видели горы. Медведи действовали в полной гармонии с орлами, создавая защитный круг вокруг своей раненой матери. Они так хорошо понимали схемы полета и потоки ветра, что могли направлять орлов, создавая воздушные потоки, которые помогали тени безопасно опускаться на землю. Но в последующие дни произошло настоящее чудо. 3 медведя оставались рядом с Шэдоу, пока она выздоравливала, и начало происходить нечто удивительное. Другие раненые орлы, которые обычно прятались в своих гнездах, начали приходить к медведям за помощью. Шторм, Туман и Эхо чувствовали, где сломаны крылья, и использовали свою нежную силу, чтобы помочь раненым орлам восстановиться. Они стали мостами между землей и небом, устраняя древнюю пропасть между медведями и орлами. Невероятное событие, произошедшее через 2 года после того, как Шэдоу нашел плачущих медвежат, было связано не только со спасением их матери. Речь шла об изменении самой природы гор. Эти медведи стали хранителями земли и неба, завоевав доверие существ, которые на протяжении многих поколений были врагами. Их уникальная способность общаться с орлами, зародившаяся у них еще в детстве, когда они были плачущими детенышами под крылом тени, создала новый вид гармонии в дикой природе. Как? По скалистым горам разнеслись слова медведей, которые говорили с орлами, которые понимали язык неба, но при этом оставались прочно связанными с землей. Решение тени помочь 3 плачущим медвежатам не только спасло им жизни, но и создало нечто совершенно новое в мире природы.
Семью, которая преодолела пропасть между землей и воздухом, между медведем и птицей, между возможным и невозможным. Однажды ясным осенним утром, спустя 5 лет после того, как Тень впервые обнаружил плачущих медвежат, горный воздух разнес по долинам знакомый звук. Крик одинокого медвежонка эхом отразился от скалистых стен. Его страх и отчаяние затронули что-то глубоко в сердцах Шторма, Тумана и Эха. Они ухаживали за раненым беркутом в своей лечебной пещере, когда до них донесся звук, пробудивший воспоминания об их собственном начале. Тень, сидевшая на своем любимом выступе скалы, тихонько вскрикнула. Ее дети, теперь уже взрослые медведи, обладающие целительными способностями, о которых ходили легенды во всех скалистых горах, сразу все поняли. Это был судьбоносный момент, шанс завершить круг, который начался с их собственного спасения много лет назад. Шторм шел впереди, его мощная фигура двигалась по лесу с удивительной грацией, его орлиное чутье, отточенное годами под руководством Тени, помогало ему улавливать звуки. Дымка последовала за ним. Ее нежное присутствие уже было готово успокоить испуганного детеныша. Эхо замыкал шествие, время от времени издавая свой идеальный орлиный крик, чтобы дать Тени знать об их местонахождении, когда она парила над ними. Они нашли детеныша, съежившегося под поваленной сосной, дрожащего от утреннего холода. Это был крошечный черный медвежонок, которому было не больше нескольких недель от роду, с широко раскрытыми от страха и одиночества глазами, и 3 медведя окружили его той же нежной заботой, которую когда-то проявлял к ним Тень. Эхо издавало мягкие, успокаивающие звуки, которым они научились у своей матери-орлицы, в то время как Мисс медленно приближалась, проявляя терпение, с которым она обращалась с ранеными птицами. Тень спустилась сверху, широко раскинув крылья в том же защитном жесте, который она использовала в ту роковую ночь много лет назад. Маленький медвежонок с удивлением поднял глаза при виде 3 огромных медведей и орла, двигавшихся в такой совершенной гармонии. Шторм легонько толкнул медвежонка носом, и ко всеобщему изумлению медвежонок издал в ответ звук, который не был похож ни на медвежий, ни на орлиный, а скорее на что-то среднее. В тот вечер, когда солнце окрасило горы в золотистые и пурпурные тона, пещеру исцеления посетило удивительное зрелище. 4 медведя, 1 крошечный и 3 взрослых, мирно беседовали с величественным орлом. Их призывы сливались воедино в сумерках, образуя симфонию любви, которая эхом разносилась по долинам, рассказывая всем, кто ее слышал, о том, что иногда самые невероятные чудеса — это те, которые продолжают дарить, расти и изменять мир по одному сердцу за раз. Мы надеемся, что эта необыкновенная история о Тени и ее 3 медвежатах тронула ваше сердце. Если их история о безусловной любви и преодолении границ природы тронула вас, мы хотели бы услышать ваши мысли. Что бы вы сделали, если бы нашли кого-то, кто нуждается в помощи, даже если он совершенно не похож на вас? Поделитесь своими размышлениями в комментариях ниже. Были ли вы свидетелями необычных дружеских отношений в природе? Расскажите нам о них. Подпишитесь на наш канал, чтобы узнать больше трогательных историй, которые напоминают нам о том, что любовь не знает границ. Поставьте лайк и поделитесь этой историей, чтобы донести ее мощное послание о надежде и семье. Помните, что иногда самые невероятные вещи случаются, когда мы открываем наши сердца неожиданным возможностям.